Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Меня зовут Сухова Дарья. Сейчас в издательстве «Галактика» вышли мои 3 новые книжки. Эти игры хорошо подходят любым детям, которые хотят быть успешными в математике, потому что они успешно формируют количество числа, они успешно формируют понятие числа, также они формируют таблицу умножения и решение задач, и еще они тренируют состав числа. Следующая игра называется «Сложи змею». И это игра из второй книжки, которая предназначена для детей от 5 лет. Что нам понадобится для игры? Для игры нам понадобятся кубики, и для игры нам понадобится маркер. Вы можете для начала использовать 2 кубика. Через некоторое время, когда ребенок освоит эту игру, можно использовать и 4 кубика, и 5 кубиков, как удобно. Мы выкидываем, значит, некоторое число и просим ребенка посчитать, сколько у нас всего выпало на кубиках. Ребенок считает, что у него на кубиках выпало, значит, тут 1, 6, 2 и 3. Но мне удобнее все сложить. Можно сразу просить детей складывать не в лоб, а как-то организовать эти кубики, чтобы сложить быстро. Тут можно прибавить к 6 3 и прибавить единичку, получим десятку. И, значит, еще 2 получим 12. Или ребенок может, например, прибавить сначала, это будет у нас 5 и 6, это 11, и единичку. Тут можно по-разному сложить, и как удобно ребенок, значит, считает. Итак, на наших кубиках выпало число 12. И мы можем легко его нарисовать. Мы рисуем змею шириной в 1 клеточку и длиной в количество клеток, которые у нас выпало. Значит, у нас выпало 12, и мы рисуем длину змеи 12. Теперь мы рассказываем ребенку историю о том, что змея очень любит спать калачиком. И давай теперь с тобой посмотрим, дружок, как можно свернуть змею в калачик. Давай попробуешь свернуть ее пополам. Дайте возможность ребенку самому придумать, как сложить змею. Потому что дети иногда сами придумывают совершенно замечательно, как это делать. Если у ребенка есть трудности, мы ему объясним, как это сделать. Мы зачеркиваем последнюю клеточку и переносим ее наверх. Зачеркиваем следующую клеточку и переносим наверх. И так делаем до тех пор, пока наша змея не сложится у нас пополам. Вот моя змея сложилась пополам. Она длиною у нас получилась в 6 клеточек. Мы можем у ребенка спросить, что же получилось, когда змея сложилась пополам, то она получилась длиной в 6 клеточек, да, и шириной в 2 клеточки. То есть она вот стала занимать такое положение. Дальше мы спрашиваем, а можно ли эту змею сложить в 3 раза, чтобы она свернулась в такой клубок, который будет тройной? Опять же таки, ребенок пробует свернуть эту змею в 3 раза. Он уже у нас грамотный, и он уже знает, чтобы сворачивать змею, нужно вычеркивать клеточки с конца. Он начинает. Значит, первую клеточку опять дайте ему самому разобраться. Не спешите помогать. Вот он одну клетку сюда поставил. Значит, вторую, когда он зачеркивает, он должен поставить выше. Дальше он зачеркивает третью, опять ставит ее сюда. Следующую он ставит вот сюда. Следующую ставит. И продолжает до тех пор, пока его змея у нас не сложится. Вот она у нас сложилась в 3 раза. Вот она теперь у нас таким клубочком лежит, и она сложилась у нас с вами в 3 раза. А теперь мы спрашиваем, а в 4 раза вообще можно это сложить змею? И даем ребенку самому попробовать сложить змею в 4 раза. Но поскольку мы с вами уже умеем считать взрослым, мы знаем, что когда мы ее сложим в 4 раза, то у нас получится змея, у которой будет 4 уровня по 3 клетки.
Это у нас такое волшебное число, которое позволяет сложить змею и в 2 раза, и в 3 раза, и в 4 раза. Ну, можно для такого эксперимента подсказать, а в 5 раз можно слоев 5 получить? Пусть ребенок попробует. И теперь я хочу рассказать о том случае, когда, например, выпадает нечетное число. Например, у нас выпало не 12, а 13. И ребенок начинает складывать. Мы опять спрашиваем, это нам, взрослым, очевидно, что 13 нельзя сложить пополам, да, потому что оно нечетное. Но ребенок-то не знает, что оно нечетное. И поэтому будет пытаться сложить. Мы теперь делаем змею длиннее на 1 клетку. 2. Так. Вот наша змея получилась. И ребенок опять же таки так начинает ее складывать. Вот. И доходит до того, что у него получается, что сверху у него получается 6 клеточек, а снизу у него получается 7 клеточек. И мы его спрашиваем, а что эта змея не сложилась-то? Ну, ребенок скажет, вот нельзя разделить поровну, да, число 13 нельзя разделить поровну, да. А что можно сделать для того, чтобы получить змею, которая сложится? Ну, ребенок пусть сам сделает вывод, что можно либо добавить 1 клетку, либо убрать. Поскольку это число 13, мы его первый раз видим, мы можем предложить, давай его на 3 раза разобьем. Ребенок пусть сам убедится, что число 13 не делится ни на 2, ни на 3, ни на 4. И придем к выводу в результате, что есть такие числа, которые делятся только на себя или на единицу, и никак их нельзя поделить, значит, ни на какое другое число. Можно, если хотите, рассказать ему, что это простые числа. Такой замечательной игрой дети изучают свойства чисел, свойства делимости. Я хочу сказать сразу, что это только в российской системе образования дети вначале умножают. А, например, в израильской системе образования дети сначала учатся делить на равные части, потому что деление для ребенка – это более органичное и более свойственное действие. Потому что с делением ребенок сталкивается сразу с детства, когда ему дают конфеты, говорят, раздели между братьями и сестрами, раздели между мамой, поделись другом. То есть операцию деления дети начинают делать аж с 2 лет. Они учатся делить поровну какую-то шоколадку, конфеты, какие-то вкусняшки, игрушки, да. И тем самым он уже с раннего детства изучает как раз вот это свойства чисел. Однако эта игра позволит ему обобщить и увидеть закономерности счета, закономерности деления. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Играйте вместе с нами.